Есть нечто, что управляет каждым моментом вашей жизни, что ведет вас по пути, даже когда вы об этом не подозреваете. Ваше подсознание – могущественный механизм, спящий гигант внутри вас. И сегодня я покажу, как его разбудить. Не переключайтесь, это может изменить всю вашу реальность. Практическое пособие для тех, кто хочет открыть себя. Как управлять подсознанием? Овладев управлением подсознанием, вы значительно расширите свои возможности. Доказано, что подсознание контролирует все жизненные процессы в организме и судьбу человека. Теперь у вас в руках мощный инструмент для решения любых проблем и исполнения любых желаний. Всемогущий джин всегда к вашим услугам. В этом пособии речь пойдет о всемогущем механизме, неважно, как он работает. Не имеет значения, как это явление называют. Кто-то именует его Богом, кто-то высшей силой, а кто-то современным термином подсознание. Для нас важно одно — это нечто, способное исполнять любые ваши желания. В данном пособии я расскажу, как использовать этот механизм в своей жизни. Более того, скажу по секрету, что, используя данный механизм, вы не будете напрягаться. Этот механизм сам будет выполнять все ваши желания. Он направит вас по правильному жизненному пути, чтобы вы не заблудились. Подсознание всегда занято работой. Подсознание управляет всеми неосознанными процессами в нашем теле. Подсознание полностью управляет нашей судьбой. Подсознание может персонифицироваться с любым персонажем или божеством. Подсознание может все. Подсознание всегда готово выполнить ваше поручение. Подсознание знает выход из любой ситуации. Подсознание знает вход в любую дверь. Подсознание всегда готово прийти на помощь. Подсознание знает все и обо всем. Подсознание делает все с легкостью и мастерством. Подсознание может действовать через людей и стечение обстоятельств. Подсознание может открыть любую возможность. Подсознание обладает всеми способностями. Для подсознания нет ничего сложного. Для подсознания любая задача проста и легко выполнима. Подсознание может использовать любые инструменты, чтобы реализовать ваши желания. Итак, что мы имеем и от чего будем отталкиваться в сотрудничестве с подсознанием? Ваше подсознание никогда не спит. Даже когда вы спите, оно всегда занято работой для вашего блага. Во сне или в бессознательном состоянии ваше тело и органы продолжают функционировать. За это отвечает ваше подсознание. В обычном бодрствующем состоянии происходит то же самое. Ведь вы не контролируете сознательно свой обмен веществ, работу сердечно-сосудистой и выделительной системы. Все это выполняет ваше подсознание. То же самое относится и к вашей судьбе. Все якобы случайное стечение обстоятельств организует ваше подсознание. Все движения и пути вашей судьбы находятся под его полным контролем. В обыденной жизни вы встречаете людей, заводите новые знакомства, получаете деньги и идеи для последующего осуществления во внешней реальности, благодаря силе вашего подсознания. Нет смысла знать, как именно это происходит, но уже точно известно, что подсознание связано со всеми ресурсами Вселенной и умело распоряжается этими ресурсами. Однако следует подчеркнуть, что все эти процессы протекают неосознанно. Ваше сердце бьется, но вы не осознаете этого и не контролируете процесс сердцебиения. Вы случайно встречаете людей, но вы не планировали этого
и ничего конкретного для этого не предпринимали. Последние научные исследования в данной области показали, что можно сознательно управлять своим подсознанием и взаимодействовать с ним для осуществления своих целей, достижения благополучия и здоровья, управления своей судьбой и ходом событий во внешнем мире. И вы узнаете, что управлять подсознанием довольно просто. С помощью этих методик вы сможете добиваться в своей жизни всего, чего захотите. Вы сможете улучшить и организовать свою жизнь именно так, как того захотите. Причем вам не потребуется много трудиться. Все будет организовано бессознательно и выполнено вашим подсознанием. А вернее сказать, нужно научиться не управлять, а взаимодействовать со своим подсознанием. К счастью, это так же просто, как и все гениальное. Чтобы войти в контакт со своим подсознанием и начать сотрудничать с ним, вам необходимо установить с ним некие отношения. Именно для этого существуют различные религии и культы. Одни люди взаимодействуют с подсознанием, называя его Богом. Они молятся Ему, верят в Его бесконечное могущество и получают то, что просят. То есть подсознание выполняет их желания через отношение Бог, раб Божий или в любом другом аспекте. Другие обращаются к силам природы и к неким безликим аспектам мира. Как, например, в шаманизме шаманы обращаются к силе огня и вызывают молнию в небе. Подсознанию все равно, какие отношения вы с ним установите. Оно будет работать с вами в любом из выбранных вами аспектов отношений. Это просто к подсознанию напрямую, без посредства некого божественного образа. Например, «Дорогое мое подсознание, когда я буду спать, работай над такой-то проблемой». Или «Дорогое мое подсознание, пока я смотрю кино, обработай такую-то информацию и выдай мне правильное решение по этому вопросу». В любом случае подсознание, как великий джин, всегда слышит вас и начинает исполнять ваши поручения и просьбы. Только их может быть не 3, а сколько угодно много. Ваше подсознание совершенно, поэтому ему достаточно сказать всего 1 раз, и оно немедленно возьмется за работу. Все, о чем бы вы его ни попросили, рано или поздно будет исполнено. Вам остается только ждать и наблюдать за знаками судьбы и приходящими в голову мыслями. Несмотря на то, что подсознание слышит вас в любое время дня и ночи, есть моменты, когда оно наиболее широко раскрыто. Это моменты, когда вы находитесь в состоянии медитации, транса или сна. В этих состояниях вы можете не только поручать подсознанию какие-либо задачи, но и общаться с ним через интерфейс внутренней связи. Для более наглядного примера рассмотрим промежуточные состояния между сном и бодрствованием. В психологии это называется альфа-ритмами мозга. Другими словами, это состояние, когда вы только начинаете засыпать, но еще не уснули, но уже и не находитесь в бодрствующем состоянии. Как правило, это состояние поймать довольно сложно, но за некоторое время практики вы сможете этому научиться. Также хорош момент, когда вы только проснулись, но еще не успели открыть глаза. Это состояние поймать гораздо легче, чем состояние засыпания. Поэтому, когда вы пробуждаетесь, не спешите открывать глаза. Пообщайтесь со своим подсознанием. Интерфейс обратной связи будет открыт достаточно широко. В данном состоянии вы можете задавать своему подсознанию различные вопросы и давать поручения к исполнению. Ответы могут приходить в виде символов, голоса, текста или живой картинки. Также необходимо отметить, что состояние промежутка напоминает состояние полубреда или легкой дремоты.
В альфа-состоянии вы можете получать довольно точные ответы на любые свои вопросы. К примеру, многие кладоискатели пользовались этим промежуточным состоянием, чтобы определять местонахождение кладов. Они умели улавливать и входить в состояние альфа-ритмов мозга, и в нем задавали четкий вопрос о местонахождении кладов. Далее подсознание через внутренний интерфейс показывало им карту, а на карте ставило отметку красного цвета именно в том месте, где был спрятан клад. Так или иначе, эти видения напоминают сон. Поэтому непосредственно перед такой работой необходимо приготовить тетрадь и ручку, чтобы, проснувшись, сразу же записать полученную информацию от подсознания. Обычно такая информация удерживается в нашем сознании не более 3-5 минут, а затем забывается. Здесь я опишу некоторые важные правила, которые необходимо соблюдать в общении с подсознанием. Если вы просто следуете им, то ваша работа с подсознанием будет работать безотказно. В действительности это есть основа и внутреннее содержание любой магии. Итак, в обращении к подсознанию следуйте этим правилам. Всегда обращайтесь к подсознанию на «ты». Считайте его своим лучшим другом, самым верным слугой и помощником одновременно. Никогда не употребляйте негативные утверждения, несущие в себе частицу «не». Например, «Подсознание, сделай так, чтобы я не курил» — неправильное утверждение. С другой стороны, будет правильным сказать: «Подсознание, сделай так, чтобы я вел здоровый образ жизни». Обратите внимание на то, что утверждение сделано в настоящем времени. Всегда обращайтесь к подсознанию в настоящем времени, потому что для него не существует ни прошлого, ни будущего. Обращайтесь к подсознанию как к реальной всемогущей личности, простым языком и от всего сердца, искренне. Благоприятно поддерживать свою просьбу или утверждение, обращенное к подсознанию, визуальными образами, которые вы можете прокручивать в своем воображении. После того, как подсознание выполнило вашу просьбу или материализовало ваше желание, от всей души поблагодарите его за это. Если вы уже попросили о чем-то, но позже ваше намерение изменилось, попросите подсознание стереть старую просьбу и четко заявите о своем новом намерении. Когда обращаетесь к подсознанию, всегда будьте уверены, что ваша просьба будет выполнена, пусть даже через некоторое время. Использование силы подсознания для достижения целей. Для более глубокого понимания методов, изложенных в этом пособии, важно осознать: подсознание обладает безграничными возможностями. При правильном взаимодействии с ним можно открывать новые пути к реализации самых разных целей, от материальных до духовных. Привлечение необходимых ресурсов. Когда возникает потребность в определенной сумме денег или ресурсах, ключевым шагом становится точная формулировка запроса. Обращение к подсознанию должно быть искренним и ясным, с выражением благодарности за поддержку. После этого следует отпустить свою просьбу и переключить внимание на повседневные дела, позволяя подсознанию самостоятельно найти пути реализации задуманного. Важно не зацикливаться на результате и не повторять запрос бесконечно. Достаточно однажды дать четкое поручение и довериться процессу. Поиск необходимых специалистов и возможностей. При возникновении необходимости в сотрудничестве с профессионалами, будь то программисты, дизайнеры или другие специалисты, следует воспользоваться тем же принципом. Четкий внутренний запрос, направленный к подсознанию, запускает цепочку событий, приводящую к нужным людям и возможностям. Результат может прийти через случайные рекомендации, новые знакомства или неожиданные предложения. Главное — позволить событиям разворачиваться естественным образом
и быть открытым к подсказкам Вселенной. Создание текстов и творческих материалов. Подсознание служит неиссякаемым источником вдохновения. Для создания статей, книг или других материалов нет необходимости часами изучать литературу. Достаточно обратиться с внутренней просьбой о помощи в подготовке нужной информации и довериться процессу. Идеи и готовые решения приходят в течение короткого времени, иногда в момент пробуждения, иногда в течение дня, словно ответы сами всплывают на поверхность сознания. Решение сложных вопросов. При возникновении трудных ситуаций или необходимости дать взвешенный ответ на сложный вопрос, полезно поручить обработку информации подсознанию. После внимательного ознакомления с вопросом стоит внутренне сформулировать задачу и отпустить ее, занявшись другими делами. Подсознание, как правило, выдает готовое решение в течение ближайшего времени, делая выбор наиболее взвешенным и точным. Построение гармоничных отношений. Работа с подсознанием также помогает в вопросах личных взаимоотношений. Формируя внутренний образ желаемого партнера с учетом внешности, характера и ценностей, можно направить четкий запрос подсознанию. Оно способно соединить пути людей, создавая подходящие обстоятельства для знакомства и развития отношений. При этом важно предоставить подсознанию свободу выбора, доверяя его мудрости в вопросах гармоничного союза. Какую помощь подсознания можно получить еще? Вы можете давать своему подсознанию совершенно разные задачи. Вы можете поручить ему исцелить ваши органы, пока вы спите. Вы можете просить денег. Вы можете поручить ему работать над вашим имиджем и корректировать его. Вы можете получать нужную информацию и ответы на свои вопросы. Дружите и сотрудничайте со своим подсознанием, и оно исполнит все свои желания, решит любую проблему и станет мощнейшим инструментом вашей внешней и внутренней работы. Всегда помните, что ваше подсознание никогда не спит и в любое время готово выполнить любое ваше поручение. Теперь подведем итоги всему вышесказанному и определим саму схему работы с подсознанием. Эта схема проверена на практике многих людей, и она работает на все 100%. Поэтому, просто используя эту схему работы в своей повседневной жизни, вы сможете добиваться решения любых практических задач. Определите, как именно вы будете обращаться к своему подсознанию, и используйте это обращение всегда. Определите, кем или чем является для вас подсознание и в каких отношениях вы с ним состоите. Установите любой тип партнерских или дружеских отношений со своим подсознанием. Всегда начинайте выражать свое поручение с описания могущества подсознания и утверждения своей веры в его бесконечную мощь и силу. Благодарите свое подсознание за все, что оно для вас делает, и за все, что вы имеете в жизни. Постоянно давайте какие-либо поручения своему подсознанию, осознавая, что оно может все, и для него нет ничего невозможного. В своем обращении будьте позитивны и не используйте частицу «не». Делайте любое утверждение и давайте поручения в настоящем времени. Связывайте свое поручение с вашей реальной жизнью. Например, пока я буду спать, займись выполнением моего задания, а когда я проснусь, выдай мне идею по данному вопросу. После того, как вы сделали поручение своему подсознанию, постарайтесь забыть об этом и заняться другими делами, чтобы дать подсознанию время и возможность работать над решением указанной вами задачей. Следите за мыслями, идеями, знаками судьбы или случайностями. Через них может быть выполнен запрос, который вы давали своему подсознанию. После того, как задание будет выполнено, искренне и от всего сердца поблагодарите свое подсознание. Дайте новое поручение.
Вот такие удивительные возможности открываются перед каждым, кто начинает сотрудничать со своим подсознанием. Как вы сами видите, это действительно мощный инструмент, который помогает нам решать самые разные жизненные задачи, от здоровья и финансов до личных отношений и вдохновения для творчества. Если это видео было для вас полезным, и вы почувствовали, что узнали что-то ценное, обязательно поставьте лайк. Так я пойму, что вам интересна эта тема, и подготовлю еще больше подробных разборов и практических рекомендаций. И, конечно, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмите на колокольчик, так вы точно будете в курсе всех обновлений. А если у вас есть личный опыт работы с подсознанием или остались вопросы по теме, смело делитесь в комментариях. Я обязательно прочитаю и постараюсь ответить на самые интересные из них. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам успехов на пути познания своего подсознания и исполнения всех ваших желаний. До встречи в следующих видео. Osira